Прямо сейчас у нас на связи Юрий Швец, экс-разведчик КГБ, человек, который на своем YouTube-канале анализирует происходящее в российских спецслужбах, в западных разведках, который нам сейчас расскажет о роли спецслужб в этой войне. Юрий Борисович, здравствуйте. 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 Здравствуйте, рад вас видеть, рад слышать, приветствую ваших зрителей. Спасибо большое, что пришли. У меня первый вопрос. Я хотел начать вот именно с того, что озвучил ранее. Насколько верно утверждение, что сейчас ни Минобороны, ни Шойгу, ни генералитет, а именно спецслужбы занимаются этой войной? Насколько велика их роль во всем происходящем? Нет, роль их велика, но я бы не сказал, что именно они сейчас занимаются. Занимаются бомбежками, этими всеми безобразиями, это вооруженные силы, другое дело, кто ними руководит. Но привели к этому, в том числе и спецслужбы, причем сыграли значительную роль. Но я бы не стал только их винить, потому что Путин пал жертвой того режима, той системы, которую он создал. А система такова: на самой вершине находится посредственность, которая окружила себя еще более низкими посредственностями, лизоблюдами, это главное продвижение карьеры. И в результате всей этой системы, отлаженной за 20 лет, ему поставляли ту информацию, которую он хотел слушать. И это не первое, это не изобретение путинского режима. От этого рухнул Советский Союз. Я этого наблюдал изнутри. Я могу точно сказать, что это была машина дезинформации, вот эти спецслужбы. Ну и сейчас произошло именно это. Вы посмотрите, что случилось. То есть эта агрессия, она вскрыла весь путинский режим как фурункул. То есть оказалось, что, смотрите, ошибки Путина в этой войне. Он недооценил вооруженные силы Украины. Оказалось, что он не знал вообще, что такое Украина. Он там ожидал, что его с цветами встретят. Более того, что еще хуже, оказалось, что он не знал, что из себя представляет его вооруженные силы. Он провалился с Китаем, рассчитывая, что Китай бросится его защищать. Но не тут-то было. Значит, он просчитался с Европой и Штатами, потому что он не ждал таких санкций. То есть, если взять какого-нибудь ученика 8 класса средней школы, так, задать ему все эти вопросы и поставить «да», «нет», чтобы он наобум поставил, выбрал себе ответ, то даже школьник бы начальных классов выбрал бы правильный хотя бы нескольких вопросов. Этот же пролетел мимо всего, мимо кассы. Вот вам результат действия спецслужб. Ну и чтобы, так сказать, вы еще поняли это чисто визуально, вспомните памятную передачу заседания Совета Безопасности Российской Федерации накануне вторжения. Вы вспомните ли этих людей? Начальника СВР Нарышкина. Ну вот тут, казалось бы, все ясно. Это мыши просто, мыши. Вот такая ситуация, роль российских спецслужб в этом позорном дении. Юрий Борисович, скажите, была публикация западных СМИ на днях о том, что из окружения Путина никто, кроме Патрушева и Бортникова, не знал о планах касательно вторжения в Украину. То есть мы можем доверять такой информации? У вас есть такое впечатление, что Путин сейчас опирается только на вот этих людей, на Патрушева, Бортникова, людей, возглавляющих Нарышкина, людей, возглавляющих спецслужбы в нашей стране? Я думаю, что нет. Он знает. Ну, во-первых, я так должен вам сказать, вот вы назвали этих двух лиц, которые якобы только они знали об этом. Я вам должен сказать, что, ну, вы заметили, наверное, что американцы задолго еще, ну, задолго, за месяц как минимум, а то, в общем, с 30 октября прошлого года американцы знали о предстоящей агрессии, причем знали в деталях. Так вот, знали они это из агентурных источников, то есть от людей, от агентуры. Ну вот, если вы правы, и это Бортников и Патрушев, то есть среди них надо искать, кто из них, или кто из их заместителей, там, помощников и так далее. Но я не утверждаю, что именно от них, безусловно. Вот. А что касается, кто нынче руководит, я думаю, что руководят не тот и не другой, а руководят вообще. То есть там сейчас, ну, распутиновщина полная. Я думаю, что, по моим наблюдениям, руководят этот, который Вагнеров. Пригожин. Пригожин, Кадыров, ну и немножко там Дворкин, новый командующий. То есть там полный разброд и шатание.
командная структура, она практически отсутствует. Как на самом высоком уровне, так и ниже, вплоть до окопов, вплоть до сержантского состава. То есть американские военнослужащие, аналитики, которые не анализируют ход военных действий, они говорят, что одна из главных проблем этой агрессии путинской армады – это полный провал командования сверху донизу. И армия с таким командованием выиграть не может совершенно. Юрий Борисович, а вот есть такое ощущение, что в России вообще в целом произошли перемены внутри власти. И вот задача от администрации президента, она как бы больше не управляет. И это все перешло к силовому блоку. Правильно ли это вот вообще ощущение или все-таки нет? Все куда сложнее. Да, все куда сложнее. Внутри страны, да. То есть силовой блок, он провалился во внешней разведке. Это, как я вам сказал, закономерно, это следовало ожидать, иначе быть не могло. А внутри страны, когда война фактически уже провалена, это уже почти Цусима. То есть надо еще одна большая битва, и сейчас она подходит. Вот сейчас гаубицы все подтащат, которые американцы недавно предложили, еще подтащат британские и французские гаубицы, и все. Вот это будет полная Цусима. Ну и уже понятно, внутри страны зреют гроздья гнева у людей, у которых мозги более-менее не задурены кремлевской пропагандой. Поэтому стоит ждать, но это уже присутствует закручивание всех гаек возможных, и это будет усиливаться. То есть еще Карл Маркс в свое время написал: не может быть свободным народ, который угнетает чужие народы, который ведет захватнические войны против чужих народов. То есть придется расплатиться. И вот это то, о чем вы говорите как раз. Юрий, очень много, сейчас все понятно, в России невозможны массовые протесты, такие, как говорится, гайки закручены. Была надежда у многих, что санкции, давление на путинских олигархов, на руководство страны как-то повлияет, давление на политическую элиту и вызовет некий раскол. Пока мы его не наблюдаем из-за санкций, из-за прочего давления Запада на этих людей. Насколько надежды людей, которые считают, что возможно раскол среди спецслужб, среди элиты, как раз таки те Патрушевы и Бортниковы, насколько они могут предать? Очень много пишут иронично и неиронично о том, что табакерка и прочие методы победы над Путиным. Насколько это реально? Насколько эти люди лояльны и близки к Путину и будут с ним до конца? Или есть пути отступления и у них тоже в такой ситуации? Я думаю над этим вопросом, и вот что, к чему я пришел. То есть такого переворота, как был, когда Берию арестовали, да, вы помните, под руководством Хрущева, такого переворота не может быть. Почему? Потому что те люди, они делали сами себе карьеры, они прошли огонь, воду и медные трубы. Это были люди, ну, я бы так сказал, извините за выражение, железными Фаберже. Они могли идти на риски, брать ответственность на себя. А эти, я опять же сошлюсь на вот это видео заседания Совета национальной безопасности. Вы же их видели, это ничтожество. Они трусы все. И для того, чтобы сделать заговор, надо, чтобы хотя бы 2 человека объединились, договорились. Они боятся друг друга. И потому что каждый из них думает: я сейчас подойду к этому Васе, скажу: Вася, давай, а Вася тут же побежит к Пете и доложит, и дойдет до Путина, и мне конец. Я думаю, что единственное, когда вот эти верхи и ближайшее окружение вынуждены будут потянуться за табакеркой, если Путин дойдет до того, что даст указание о нанесении ядерного удара. И вот тогда они поймут, что старый не просто сбрендил окончательно, а что он готов вместе с собой уничтожить их всех. И тогда вопрос: а за что боролись 20 лет? Непосильным трудом, там, яхты, дворцы, любовницы, любовники, нафига это все было надо? И рука дрожащая, потная от страха, потянется за табуреткой, то есть табуреткой или табакеркой, потому что выхода уже не будет. Вот такой я вижу ответ на раскол элит. Эта страна рухнет, как карточный домик, в результате поражения в той войне, которую он развязал. Потому что они нарывались на войну против НАТО. Ну, теперь они ее получили, хотя НАТО фактически не воюет. Не может страна с 15% мирового ВВП
воевать против всего Запада, против НАТО, 30 стран, 3 из которых ядерные. Вчера я почитал китайскую газету South China Morning Post. Размышления на ту тему, чем закончится эта война. Китай – это стратегический союзник Запада. Вот они пишут, что у него шансов никаких нет. Ну, вот после этого и последуют те процессы, о которых вы говорите. Страна рухнет изнутри. То есть американцы, у них стратегическая цель какая? Это нанесение поражения Путину в Украине, и это будет нанесено. А в экономике это фактически разрушение путем санкций, путем эмбарго на поставку товара, этих самых новейших технологий. То есть военно-промышленный комплекс будет разрушен. И вся остальная промышленность, все встанет. Начнет все останавливаться уже где-то с июня месяца, когда пройдут вот эти 3 месяца, в течение которых те тысячи, десятки тысяч сотрудников, которые работали на компании иностранные, которые ушли из России, вот к концу мая, в июне прекратятся вот эти 3 месяца. И вот тогда все начнется, как мне кажется. Юрий Борисович, а скажите, пожалуйста, что делать простым людям, вот, которые не согласны с войной и вообще с происходящим в стране, если спецслужбы Путина не предадут и элита не расколется? Ну, то есть какие дальнейшие действия и что ждет вообще простого человека, обычного россиянина? Ну что, знаете, мы же все помним Пушкина, что народ, а народ безмолвствует, хотя согласно трактовке Пушкина, это вот народ безмолвствует, это форма протеста, но молчаливого. Вот и сейчас мне так кажется, что народ также безмолвствует. То есть, сцепив зубы, скрипя сердце, он безмолвствует. И я не вижу, что народ сейчас может что-то. Во-первых, нет организатора, нет политической силы. Аппарат репрессивный, он чудовищный, просто чудовищный, вы же видите. Они заранее, если бы российские спецслужбы в начале 20 века так работали, как российские сейчас, то не было бы 17 года. Они же выкашивают. Только появился какой-то человек, который пользуется популярностью и несет свое слово в массы, его тут же высекают. В этих условиях я вижу, что народ простой должен держаться и ждать. Этот режим рухнет. Он рухнет вот так же, как Советский Союз. Советский Союз он рассыпал, как карточный домик. Юрий, а то, что вы упомянули ранее про неизбежное поражение в этой войне, а что будет тем самым поражением этой войны? Ну, то есть понятно, что киевские власти не отправят свои танки на Красную площадь и вешать Путина на фонарных столбах. Понятно, что до этого не дойдет. Да. А каким будет поражение, которое вы прогнозируете в этой войне? Что будет являться тем, что откроет глаза россиянам и скажет, ну, мы эту войну проиграли? Ну, смотрите, там же говорят, вот Лавров вчера заявил, что они с НАТО воюют. Так вот, да, он говорит, что вообще Третья мировая, возможно. Да. С точки зрения понятия понятийного, так сказать, аппарата стран НАТО, есть 2 варианта одержать победу в войне. Это поражение, нанести поражение противнику. Поражение – это когда противник разбит до такой степени, что он окопался в окопах и оттуда может время от времени постреливать. А второй вариант – это полный разгром. Полный разгром – это когда он даже из окопа уже все, ничего нету, ничего не осталось. И он даже из окопов стрелять не может. То есть вот фашистскую Германию это был разгром. А американцы и натовцы, на мой взгляд, взяли стратегию, взяли направление, что-то между этим. То есть они в военном плане считают, что с той помощью военной, которую они оказывают, еще окажут, войскам Российской Федерации будет нанесен такой ущерб, после которого в течение десятилетий они не смогут вести подобные войны где-либо еще по периметру России. Чтобы этого не произошло, есть еще второй фронт. Это санкции, включая нанесение удара через эти санкции по ВПК, промышленному комплексу России, с тем, чтобы вот та техника, которая будет разгромлена, уже разгромлена. Я вам скажу, что сейчас там уничтожено на полях Украины столько танков, примерно уже подходит к 30% такого же количества танков, с которым Вермахт в июне 41-го
вторгся в Советский Союз. Вдумайтесь только. Вот. То есть санкции они наносят и еще нанесут удар, фактически лишив способности ВПК России для воспроизводства. Останется эта армия, ну так образно говоря, в лаптях с топором и с вилами. Вот это американцы считают, и натовцы, поражением России. То есть никто не пойдет в Москву, там дальше это уже будет дело русского народа, но выкинуть его из территории, которые он наглым образом захватил, они намерены. Юрий, у меня, наверное, последний вопрос. Понятно, что прогноз, штука такая, дело неблагодарное. Поэтому я, наверное, не прогноз, а ощущение ваше спрошу. Начался 3-й месяц этой войны страшной. Насколько это все может затянуться? Насколько велики ресурсы, наверное, российской армии, как армии, которая нападает на соседнюю территорию? Насколько хватит вести эту военную кампанию у российского руководства сил, ресурсов и способностей? Потому что мы видим, блицкрига не случилось, о котором многие говорили, с цветами их никто не встречает. Есть ли сила на затяжную кампанию? То есть можем мы говорить, что эта история на много-много месяцев? Или финал уже близок, но мы просто пока его не ощущаем и не наблюдаем? Как долго все это будет продолжаться? Все уже молятся об скорейшем окончании. Вот вы, как аналитик, как эксперт, скажите нам, насколько долго мы будем еще жить в состоянии войны? Я думаю, что не так долго. Я имею в виду в плане ожесточенных сражений. Вот вы обратите внимание, сейчас в плане личного состава российских вооруженных сил на территории Украины, их стало примерно в 2 раза меньше, чем те, которые 24 февраля вторглись в Украину. В 2 раза. То есть у Путина уже нет людей. Причем вот эти, значительная часть из этих 90 примерно тысяч, которые там, часть из них значительная, это люди, которые были разбиты, потерпели поражение в первой фазе. Это деморализованные люди, которые мало боеспособны. А тех, которых нагнали, к ним добавили, ну это совершенно плохо подготовленные люди, способные воевать. То есть это тает. Вот прошло только 60 чем-то дней, и вооруженные силы России реальные, они уполовинились, в 2 раза меньше. Что касается военной техники, то тоже с ней большие проблемы, потому что те даже то, что утащили они после первой фазы, убрали обратно, ее надо ремонтировать. Вариантов для ремонта очень, да, все меньше и меньше. Чипы, поставка чипов затруднена, они чуть ли уже не контрабандой пытаются втащить их из Китая. То есть и в плане техники, и в плане личного состава катастрофически уменьшаются ресурсы. Я предполагаю, но это будет зависеть от того, как наглый, с каким напором российская армата будет пытаться двигаться дальше, насколько быстро их будут перемалывать вооруженные силы Украины. Я думаю, от нескольких недель до 2-3 месяца и придется что-то делать, принимать решения в Кремле. Я думаю, они заговорят более активно о переговорном процессе. Юрий Борисович, ну вот, наверное, может быть, не все наши зрители знают, но вы сокурсник Путина. И, может быть, даже не в связи с этим, но такой вопрос. А может ли вообще Путин нажать на кнопку? Может ли начаться Третья мировая война? Ядерное оружие они могут предпринять? Я немножко дополню вопрос, потому что это наши зрители в прямом эфире прямо сейчас спрашивают. Ядерное оружие в случае, если других ресурсов и других инструментов победить на полях сражения нету, могут ли нажать? Ну, во-первых, я сделаю поправку. Я не сокурсник, то есть я с ним не учился на одном курсе. Эта легенда пошла от СВР, они почему-то об этом объявили в свое время. Я учился с ним в одном заведении, но после этого назывался Краснознаменный институт, но после этого его не взяли на работу по причине профессиональной непригодности. То есть вопреки общепринятой легенде, он никогда в разведке не работал. Был непригоден. Был найден как непригоден. Что касается красной кнопки. Ну, мы же понимаем, что это такой образный, это образ, красная кнопка. В реальной жизни она не существует. То есть Путин сам не сможет дать приказ и его выполнить. Это должно пройти через, как говорится, цепочку команд. Сверху вот от него и туда вниз. Которая будет задействована, там несколько будет, некоторые называют 5,
звеньев или этапов, некоторые говорят 8 и так далее. Ну, бог с ним. То есть на каждом из этом этапе, я думаю, что какой-то человек остановится, потому что, ну, ради сумасшедшего, кому же хочется терять все. Тем более, что не за что. То есть люди не воюют за защиту своей страны. Это даже не захватчики, это какая-то безумная совершенно война без причины. Ведь единственная причина является психическое состояние сошедшего с ума идиота в бункере. Вот единственная причина войны. Но я думаю, у меня вот серьезная надежда есть. Как бы он там не пыжился, что мы можем так и так далее. Он труслив. Он труслив, я его давно изучаю. Вот с тех пор, как его назначили председателем ФСБ. Много людей, которые его лично знали, с ним, если учились, работали. Он труслив. Он всегда уходил от ответственности. И он патологически боится за свою безопасность, здоровье и так далее. Это не тот человек, который нажмет, вот даст эту команду. А эта команда однозначно. То есть стратегия называется взаимное гарантированное уничтожение. Разница 15 минут. Ты сейчас нажмешь на кнопку, а через 15 минут тебя накроет тоже. Вот. Я не думаю, что это тот человек, который примет это решение. Потому что, ну, обратите внимание, уж казалось бы, Гитлер настолько сумасшедший человек, раб своей идеи, фанат идеи. И тот не рискнул применить оружие массового поражения, которым было тогда химическое. И тот побоялся. Так что я думаю, что вариант ядерной войны, он близок к нулю. Раньше Путин пугал этим. Это вот эти все понты его гопнические, в надежде, что слабый Запад моргнет. И где-то так оно и было. Где-то там Саркози, когда был, Меркель и так далее. Трамп, Обама. Но сейчас нашла коса на камень. То есть на Западе твердо знают, что это блеф. И как бы этот Лавров, это позорище российской внешней политики, не бубнил там о угрозе войны, ничего этого не будет. Ему уже китайцы ответили сегодня. Вы там поосторожнее, ребята. Не надо весь мир ставить вот своими заявлениями под угрозу. Так что спим спокойно, господа. Спасибо большое. У нас на связи был Юрий Спасибо Швец. большое, Очень, очень подробный разговор получился.